Мы все растем, только не радует, что возраст становится все больше. Сегодня я хотел бы ознакомить вас со всеми стадиями взросления человека, от начала и до конца. Всего на протяжении жизни человека существует 10 стадий взросления, но, к сожалению, не всем удается пройти их все. Приятного просмотра. Первая стадия новорожденная от 1 до 10 дней. Когда человек появляется на свет, в нем заложено природой около 75 рефлексов. Например, они крепко хватаются за предметы, вложенные в руку. Также новорожденный человек начинает ритмично сосать предметы, оказавшиеся у него во рту. Вторая стадия – грудной ребенок или младенчество. Начинается с 10-го дня жизни и длится год. Выделяет себя из всех стадий невероятным ростом младенца, аж до 3 см в месяц. Ближе к году процесс замедляется. То же самое можно сказать про массу ребенка. К концу периода он ее набирает втрое больше, чем при рождении. Также пополняется арсенал во рту. Обычно после полугода у человека появляются первые молочные зубы. Так как человек абсолютно новый и ему все интересно, энергия, которая поступает из материнского молока, в основном уходит на работу мозга. Довольно часто в этот период малыш произносит первое слово. Третья стадия – раннее детство. Период от 1 до 2 лет. В его начале ребенок знакомится с главным орудием труда в виде ложки. Сперва он пытается ей копать, стучать, но ближе к концу уже прекрасно понимает, для чего она нужна. Делает первые и затем уверенные шаги. Уверенно пополняет свой словарный запас, выбирает для себя авторитетного взрослого и начинает подражать ему. Четвертая стадия – первый период детства. От 3 до 7 лет. Чем дальше, тем страшнее. У ребенка появляются многие страхи, одиночество, темнота, замкнутое пространство. Также он сталкивается с первым кризисом, так называемый кризис 3 лет. Начинает возникать противоречие между ребенком и взрослыми, так как интенсивно развивается самосознание и не хочется делать так, как говорят взрослые. Пятая стадия – второй период детства, от 8 до 12 лет. Вот тут-то, девочки, поздравляю вас, вы опережаете мальчиков. Второй период у вас сокращен на год. Выходит, не зря говорили, что девочки развиваются быстрее. На самом же деле, это огромный шаг в самостоятельную жизнь в виде школы и формирования устойчивых отношений с другими детьми. Также за этот период ребенок проходит стадию полового созревания, в конце которого уже можно явно различить мальчика от девочки. Шестая стадия – подростковый возраст. Длится с 13 до 16 лет. Самый интенсивный период в плане изменений в организме. С точки зрения физиологии чем-то похож на менее эффективную вторую стадию взросления. Эмоционально же является одним из ярких, так как формируются интересы, первая любовь, ощущение самостоятельности и многие другие процессы. Седьмая стадия – юношеский возраст. Начинается с 17 и заканчивается в 21 год. В этот период начинается окончательное формирование половозрелого человека. Юноши и девушки достигают своего окончательного роста, завершается формирование самостоятельности и определяются основные ценности человека. Простыми словами, если период проходит гладко, то к его концу достигается социальная зрелость человека. Восьмая стадия – молодость. Длится с 21 года до 40 лет. Самый важный этап развития человека. Окончательно формируется личность, происходит становление зрелого мышления, появляется ответственность, наиболее активный период для романтических отношений и формирования семьи. Также этот период является пиковым для работоспособности. Девятый этап – зрелость. От 40 до 60 лет. Так как в прошлом периоде человек окончательно сформировался и определил свои цели, на этом этапе развития писать возможно только с точки зрения психологии. На этом этапе человек старается все сгладить и делает все максимально аккуратно, чтобы не вызывать лишний стресс. Как правило, в такой период жизни человек большое внимание уделяет на свое физическое и эмоциональное состояние. И, наконец, 10-й завершающий этап – это старость. Как ни странно, длится от 60 лет и до конца. Период, который длится от потери способности продолжения рода. К сожалению, это закатный период человека. Функция организма угасает, часто сопровождается различными болезнями. К счастью, человеческий мозг устроен так, чтобы плавно подвести человека к его естественному завершению. А на каком периоде находишься ты? Пиши в комментариях. Спасибо за просмотр.